Я впервые пришел, да. Я был организатором общественных слушаний, которые были вот там в прошлой пятнице. Но потом меня ударили. Я собирался и раньше, может, прийти, но как так не получалось. Но потом я считал, что в первый день не обязательно сюда, так сказать, и так много людей. Но мы сейчас ведем координацию, может, вы знаете, да, мы обзваниваем, собственно, вот когда были общественные слушания, мы собрали подписи у тех людей, которые готовы были бы ходить. Потом обзвонили тех, кто не пришел на общественное слушание, тоже спросили, готовы ли они ходить. И мы сейчас звоним людям и говорим, вот когда у вас удобное время прийти, чтобы здесь хотя бы 1-2 человека узнаваем, сидел, так сказать. Такую работу мы ведем и будем дальше вести. Она довольно, видите, уже не так много народу здесь. Мне кажется, важно, чтобы и ходорковские лебеди видели какое-то знакомое лицо, симпатичное. Эту работу мы будем вести. Совершенно очевидно абсурдность процесса. И я проверил, так сказать, на тех людях, которые раньше здесь ходили, адвокатов. Это абсолютно, ну, как бы свежее мое впечатление, оно абсолютно правильное. Что делается? Берется тома, дело производства, которые были в НК ЮКОС и ее дочерних там предприятиях, нефтедобывающих компаниях. Описывается, берется весь технологический цикл. И только вставляется слово. Вот, допустим, там проведено совещание, да, они говорят, преступной группой проведено совещание, там дано распоряжение, дано преступное распоряжение, значит, принято решение там о какой-то цене, да, было преступное решение о цене, так сказать, там ниже, чем там, и дальше зачитывается, цена была такая, что, это вообще это нелепо, от того, что, так сказать, внутренние цены в любой интегральной, я не экономист, но это совершенно очевидная вещь. В любой интегрированной компании, вертикально интегрированной, внутренние цены, они могут быть любые. Я абсолютно уверен, что существующие нефтяные компании, Роснефть прежде всего, она примерно так же устроена, примерно так же все это покупается и продается. Вот как специалисты, с которыми я сейчас успел поговорить, говорят, что там еще больше как бы разрыв в цены и дисбаланс. И считаю крайне необходимым как бы вообще разъяснять россиянам, что вот мне кажется очень важно просто нарисовать две схемы. Две схемы, здесь пусть это будет не вот схема управления ЮКОСом 96 года и схема управления Роснефти вот сейчас, вот 2009 года. И это будет то же самое, только с большим, так сказать, и слово преступный, если мы имеем право, если они считают, имеют право говорить там, где ЮКОС преступный, то в Роснефти, может быть, преступный в квадрате будет выглядеть вся эта схема. Вот я вышел отсюда, так сказать, совершенно, как бы у меня волосы дыбом торчат от того, что я был в спектакле абсурда. Так надо, чтобы это все знали. Я не верю в никакой благоприятный приговор, к сожалению. Если вот мы будем молчать, то никакого благоприятного приговора не будет. Наша задача просто объяснять театр абсурда, который идет. Это позор для... Вот то, что здесь идет, это позор для России просто. Позор для судебной системы России. И поэтому наша задача разъяснять это. Вот здесь, вот мы были на спектакле абсурда. Нас там сидело там 20 человек. Каждый из нас должен выходить и говорить, это спектакль абсурда, это позорит страну, в которой я живу. Я гражданин России. Это позорит страну, в которой я живу. И позорит, кстати, президента Медведева, который является юристом, который приходил, который на выборах говорил о том, что он идет для утверждения верховенства права. И вот сейчас вот он еще, так сказать, год прошел его, года не прошло, и идет абсурдный совершенно процесс. Абсурдный. И он, президент, заявляет, ему говорят, ведь абсурдный процесс идет. Он говорит, дождемся конца этого абсурдного процесса и посмотрим, какое будет решение. Мне кажется, принципиально важно, чтобы Медведев, может его пригласить сюда, вот я не знаю. Вообще, на самом деле, правильно было бы, если бы он один раз хотя бы пришел и послушал, что здесь происходит. И он бы понял, и каждый человек может понять абсурдность того, что здесь бормочет под нос прокурор.